Друзья, привет вам Тюмени. Завода наших хороших друзей. Много очень тюменского чая у нас в основном от них. Не весь, но большинство тюменского чая. Они построили новый завод. Строили завод где-то полгода, и вот он такой большой-большой. Сейчас уже чай практически завершился весенний. Последние партии делаются в Оуэнс, в том дальнем цехе. Там сейчас идет Вэйдяо. Вот. И основной весь чай уже готов, уже аккуратненько расфасован по красивым коробочкам вот, с хуаншаньской сосной. И скоро будем дегустировать красный чай. Здесь они, ребята, такие серьезные, делают довольно много сортов и довольно большой у них объем. Потому что, ну, собственно, они для расширения построили такой большой завод. В этом году еще увеличился объем, чем по сравнению с прошлым. Вот. И собачка тут меня очень любит. Вот это. В прошлом году мы 3 часа дегустировали чай. Он, значит, тут ногу облизывал, этот песик. Сортов они производят достаточно много. Будет что попробовать. Причем от самого там доступного красного до высокогрейдового весеннего чая. Вот, все есть. Это очень здорово и для нас удобно. Сейчас здесь происходит Вэйдяо стадия. Вот, и сейчас конкретно рабочие перетряхивают чай, потому что важно, чтобы он в процессе выхода первичной влаги, чтобы чай не слежался слишком, поэтому нужно обязательно протряхивать. Здесь, кстати, еще я не на всех производствах далеко это видел, у них лежит термометр, конкретно именно красный чай тюменский, вот этот сорт, они делают Вэйдяо с добавлением температуры, и причем температуру добавляют так, достаточно, то есть 35 градусов примерно температуру чая, то есть он такой достаточно теплый, не слишком сильно, но гораздо теплее, чем очень многие другие сорта, которые тоже проходят эту стадию. Вообще обратил внимание, то, что, казалось бы, одни и те же технологические процессы имеют много вот нюансов в самых разных сортах. То есть так внешне это не очень заметно, но вроде тот же станок, там та же самая абсолютно история, ничего особенного. А вот такой вот небольшой, но тем не менее нюанс. Вот еще здесь, кстати, интересно то, что сейчас одновременно в Вэйдяо проходит здесь 5 сортов чая. Вот, они так разделили их очень просто взяли, значит, доски, поставили, разделили сорта. Каких-то поменьше, каких-то побольше, чтобы они не перепутались. Сейчас, как видно, объем небольшой, причем что завод достаточно крупный, они несколько десятков тонн чая перерабатывают за сезон. Вот. А сейчас уже все, последний урожай, сейчас будет около 10 дней перерыва, и потом будет делать летний чай. Летний чай здесь тоже делают, но мы его не делаем, мы как раз приехали к самому концу, когда готов весь весенний чай, и именно его мы будем дегустировать и выбирать. Вот, кстати, может быть, даже зеленый чай попробуем отсюда, потому что раньше мы работали именно с красным чаем с этой фабрики, зеленый чай еще не пробовали. Попробуем, может быть, тоже что-то нам понравится и добавим в нашу коллекцию. Работа на чайном заводе идет круглые сутки, как и на большинстве чайных заводов. Сейчас, после того, как завершилась стадия Вэйдяо, поэтапно загрузили станки для сминания. Сейчас одновременно работает 4 машины. Уже часть чая полностью прошла стадию сминания, она идет около 2 часов. Часть чая еще продолжает сминаться, потому что загружали по мере того, как стадия Вэйдяо закончилась. Вот, так как там было несколько партий, 5 разных партий чая, то их как бы разделили, и поэтому постепенно происходит сминание. После того, как сминание закончилось, вот в эти вот самые корзины рабочие загружают чай и складывают в ту небольшую комнатку,
ферментационную и сидят сейчас ждут. Они одновременно наблюдают и за еще не до конца завершившимся процессом вейдяо, и за процессом сминания, и за процессом ферментации. Вот. После ферментации идет 2 стадии термической обработки, и чай в принципе готов. Вот. Сейчас посмотрим, как же происходит ферментация. Ага. 有火，木糖，椰水，有湿度啊，知道，湿度在那不行，是的就是要湿度也要温度，火的炭火它的温度能升起来，没湿度就干的了，知道，湿度。Ага. Мне рабочий объясняет, как поднимается здесь температура, то есть кладутся угли, обычный древесный уголь и еще вода. Да. Обычно около 8 小时. О, 比较长时间. Да, пойти. Да, 8 часов идет ферментация, вот, а здесь, собственно, уголь и вода. Вода нагревается нагревательным элементом для того, чтобы создать влажность необходимую. Вот, и температуру они поддерживают примерно на уровне 34 градусов. Здесь такая небольшая получается банька для чая, чайная банька. На самом деле ферментационная история, она везде очень сильно различается. То есть отличаются показатели влажности и как эту влажность делают. То есть там начиная от котлов, как это в Исине, заканчивая каким-то здесь вот тазик просто с парящейся водой. Вот, то есть очень по-разному создают температуру и влажность, но принцип один и тот же. Вот корзина, здесь наполовину заполнена чаем, который прошел стадию сминания. Сейчас он имеет такой очень приятно красно-зеленый цвет, то есть почки уже красноватые, а листики еще зелененькие. Вот, выглядит это очень красиво. Вот, после того, как ферментация пройдет, весь чай будет иметь такой вот коричневатый оттенок. И после этого уже чай будет готов. Но ферментация идет еще 8 часов, поэтому, я думаю, готовую стадию мы уже застанем только утром. Вот, ну что, началось утро. Сегодня у нас утро началось с того, что мы достали первую корзину только что с ферментированным чаем. Пролежал он там всю ночь. Сейчас имеет очень приятный аромат. Вот, чай нужно сейчас полностью разделить, разбивать слежавшиеся комочки. Вот, и немножечко вот так полежит. И после этого уже будет термическая обработка, после которого чай готов. Вот. А так мы только что позавтракали достаточно интересным продуктом, который мне хочется вам показать. Здесь, кстати, расположены все топки завода. Завод, несмотря на свои масштабы, работает на дровах. То есть все стадии хунган, финальной сушки, все происходят на дровах. Во-первых, потому что находится в лесу. Во-вторых, потому что в регионе Тюмень, Хуаншань, вообще Ваньхой, леса довольно много. Тут конкретно рядом с чайным заводом находится лесопилка. То есть там из сосны делают рейки, из которых потом, значит, делают эти клейный брус, двери, ну, мебель. Вот, небольшое такое производство, но они в основном именно только лесопилкой занимаются. Сам мебельный завод, он не здесь, потому что у них жесткий контроль этой территории, то есть любая промышленность, даже такая относительно безобидная, ее из территории гор выгоняют. То есть максимально это деревообработка такая первичная и вот чайное производство. А здесь завтракают рабочие, вот, и мы тоже здесь завтракаем. Вот такое интересное блюдо, захотелось о нем отдельно рассказать. То есть это обычные яйца. Часто китайцы любят варить яйца в чем-нибудь. Это вообще у них там
начиная от весьма экзотичных вещей, о которых что-то мне не очень хочется говорить, но кто знает, тот знает, и заканчивая, собственно, вот таким вот весьма приятным для чайного человека способом сварить яйца в красном чае. Так как здесь делают красный чай, и у них остается много чайной пыли или каких-то таких вот, ну, как бы, то есть по сырью это продукт хороший, но он сюда не товарный вид имеет. И вот видно даже здесь на яйцах немножко чайной вот этой пыли. Варят яйца в красном чае. И получается мало того, что достаточно вкусно, ну, реально с привкусом чая яйцо. А потом еще и яйцо такое достаточно бодрящее. Особенно в тех случаях, когда оно вот раскололось. Я еще тоже вчера заметил, нас ночью тоже угостили такими яйцами. Я подумал, что это сварено в каком-то соевом соусе, ну, в чем они только их не варят. Вот. И не обратил внимания, а потом смотрю, что-то спать не хочется. Думаю, что такое? Оказывается, вот так вот такое делают питательное яйцо. Вот. На самом деле это не является какой-то экзотикой, потому что в древности чай вообще использовали как такую добавку к еде и вообще добавляли там в плов, там, например, те же народы Средней Азии, тибетцы тоже варили на чае такую похлебку питательную с мясом, то есть как бы использовали чай как питательный, прежде всего, продукт. То есть вот это тоже одна из традиций, которая сохранилась еще с древних времен и сейчас активно поддерживается здесь. Такая местная тюменская особенность. Кухарка местная, повариха, показала, значит, как они варят. Ну, то есть вот просто обычная рисоварка. Причем, кстати, я сначала сказал, что пыль. На самом деле, говорит, там не только пыль, вот листовой чай. Вот, пожалуйста, чай, немножко специй каких-то там они добавляют. И вот яйца в нем варятся. Причем такой, скажу, ну, настой крепкий, то есть не просто там чуть-чуть чаечка. То есть там чая положено грамм так 50-70. Вот, на такую кастрюльку, и в ней вот вывариваются яйца. Получается достаточно вкусно. Вопреки существующему убеждению, что китайцы пилят только русский лес, в Китае тоже пилят и свой лес, достаточно много. Причем, кстати, вот видно, что достаточно молодую такую сосну берут. Вот здесь лесопилка довольно большая, вот, но рубка у них осуществляется такая частичная, то есть не повально вырубают все подряд, а вот там выбирают конкретно. Подросла сосна, все, они ее пилят, значит, и идет все сюда, значит, в производство. В принципе, Хуаншань, вообще конкретно этот регион, один из самых крупных по производству сосны. Какое утро без хорошего чая? Вот, поэтому мы решили перед тем, как поехать на плантации, подождать, пока закончится дождь. Потому что сегодня что-то пошел дождь. И, собственно, сбор особо сейчас не ведется. Хотя собирают, на самом деле, дождь тоже, но стараются совсем массовый сбор в дождь не вести. Ну и как-то в дождь гулять по плантациям не очень комфортно, поэтому решили начать утро с чая, подегустировать урожай этого года. Сейчас мы начнем с чая, который называется Хун Мао Фэн, то есть красный Мао Фэн. Мао Фэн — это один из самых распространенных чаев в провинции Аньхой, ну и конкретно, собственно, региона Хуаншань, потому что Хуаншань Мао Фэн — это один из Шидай Минча, 10 знаменитых сортов китайского чая. Вот, но и его производят в достаточно большом регионе, далеко не только в горах Хуаншань. И, в принципе, вообще чай Мао Фэн делают в разных регионах. И более того, он по-разному выглядит. Мао Фэн сделан где-нибудь в Сычуань, выглядит абсолютно иначе. Начали мы сегодня, собственно, с Хун Мао Фэна. Оценим этот чаек. Он имеет такие достаточно длинные листочки, и Хун Мао Фэн называется еще из-за того, что он похож и внешне на Мао Фэн, немножко чуть более подскрученный. Но попадается много листочков, которые по форме похожи на Мао Фэн. Зеленый Мао Фэн, поэтому сейчас продегустируем. Что характерно, здесь такой дешевый наборчик посуды, как это часто бывает на производствах, вот, но он диндзhenский. Почему диндзhenский? Потому что Диндзhen отсюда не так далеко, провинция Цзянси здесь рядом относительно. Вот, сегодня поедем в машине туда, после того, как продегустируем, выберем чай. Вот, но с этим заводом мы уже работаем давно достаточно. И поэтому в их качестве вы уже уверены, но все равно надо продегустировать все, что было в этом году.
Конкретно этот, кстати, Хун Маофэн сорт мы в прошлом году не закупали. Первый пролив, аромат не такой яркий, я еще не очень успел понять его. Будем дегустировать его еще разок. Аромат достаточно приятный у чая. Такой в целом классический тимейский аромат. Вот. Тимейский, он все-таки красный, скажем так, стоит отдельно от всех красных чаев. У него есть своя нота. Он такой, мне кажется, крепкий достаточно. В целом, вообще, если брать все тимейские сорта. Но, конечно же, можно провести параллели и с другими аньхойскими красными чаями. Например, тоже в Люане делают, но там делают его очень мало. Немного похож на исинский, но в меньшей степени. Но ближе всего к нему будет, наверное, Сяоджуны. Потому что Вышань здесь ближе всего и географически, вот, ну и технология близка. На самом деле, мне кажется, конкретно этот сорт его очень здорово заваривать крепко. Мне кажется, он выдержит крепкое заваривание, при этом не будет давать никаких неприятных нот. Есть у него такая вот нотка, так называемый гоухян, то есть аромат фрукта. Наверное, больше всего это похоже на такую косточку персиковую, что-то такое. Вишневая косточка? Да. Так, ну, с этим чаем все понятно. Только чай хаохэ. Хаохэ. Хун Маофэн. Сензай Хун Маофэн. Дима, давай. Подошла хозяйка завода, довольная, что нам все нравится. Так, дегустируем следующий чай. Называется он Сянло. Дышу Сянло, дело Сянло. Называется ароматные локоны. Вот. В этом году немножечко он подорожал в производстве. Прежде всего из-за того, что поднялись немного зарплаты и свежий лист поднялся в цене. Вот, поэтому Сянло немножечко подороже, но все равно в целом он остается в бюджетной категории чая. Вот. Аромат самого чая мне очень понравился. Сейчас еще прогреем его. Да, очень приятный. Реально такой фруктово-цветочный аромат. Хорошему чаю не нужны ароматизаторы. Хорошему чаю все хорошо и так. Вот. На самом деле здесь вообще особенность именно и вообще в целом аньхойского чая, вот, но еще и красного именно тимейского, то что даже у самых бюджетных чаев с ароматом, как правило, все в порядке. Ну, конечно, надо выбирать, смотреть именно уже больше на производителя, но если производитель умеет выбирать сырье и хорошо соблюдать технологию, то с ароматом все хорошо. Да. Да, у этого чая еще выше аромат. Вкус пока еще не очень раскрылся. На самом деле, конкретное свойство именно вот тимейского, как мне показалось, не всех, конечно же, сортов, потому что их много, но вот это вот очень такая чистота вкуса и вот нету почти грубых нот даже при сильном заваривании, то есть он все равно достаточно такой мягкий. Да, продегустировали чай, понравился этот Сянло, будем сейчас следующий пробовать. Обсудили с владельцами завода особенности экономических отношений России, Китая, Америки, Европы и всего прочего. Традиционный рассказ. Вот. Почему мы больше продаем китайский чай, почему меньше продаем индийского чая, почему с Китаем у нас все хорошо и так далее. Вот. Стандартный рассказ и обсуждение на каждом производстве.
И чаек приятно разогрел. Дождь по-прежнему продолжается. Ждем, когда закончится. Сейчас мы подегустируем еще какой-нибудь. Так, дегустируем следующий чай. Это уже чай высокой категории. Этот чай называется Динь Мэй. Он похож немного на Динь Дзюньмэй. Вот, похож и внешне, и по аромату, но все-таки это тимэнский. Так или иначе, они отличаются. Пробуем. Да, но это, конечно, совсем другого уже уровня продукт. Конечно. Все-таки больше люблю гайвани, чем фарфоровые чайники. Особенно не люблю вот эти ниточки привязывать. Это для меня вообще кажется. Особенно к недорогим чайникам проще его разбить и как бы купить новый, чем вот эти сохранения ниточек. Потому что в случае чего, если она на вас упадет, это не спасет ее от того, чтобы она разбилась. Скорее спасет только от того, чтобы она не потерялась. Следующий чай у нас называется Гуй Ютен Сянло. Это чай, который сделан до хлебных дождей, вот, примерно 15 апреля. Вот, так называется Гуй Ютен Сянло. То есть сянло, который сделан до дождей. Этот чай вкусный. Тоже заметили, у него послевкусие сладкое очень. Да, этот чай нам очень понравился. Преддождевые ароматные локоны. Дословный перевод на русский язык. Так, сменяем чай на чай, который здесь называется Ешанхун, то есть дикорастущий крас. На самом деле он не дикорастущий ни разу, вот, потому что это такой бюджетный красный чай. Делается на сырья по размеру очень похожего на луны, такого крупного листа. Вот, сейчас посмотрим на него в работе. Вот, конечно, он такой разлапистый и не очень аккуратный чаек. Но нас это волнует в меньшей степени, чем аромат и вкус, поэтому сейчас мы его тоже оценим. Дегустируем чай, который здесь называют дикорастущим. На самом деле это просто крупнолистный красный чай. Вот. Аромат с этого сухого листа очень даже неплохо. Еще этот чай называют дахун ча, большой красный чай. Вот. По аналогии. Ну, потому что большой красный, почему большой, потому что лист большой. Они поэтому так его называют. Да, этот чай, вот мы заметили, не держит пролива, его надо заваривать либо однократно, либо варить. Вот, потому что это очень такой бюджетный чаек, но при этом похож немножко на гунфухун юнаньский.
Но не так держит проливы. Мы сейчас приехали в место, которое имеет особое значение для тюменского красного чая. Это, по сути, родина тюменского красного чая. Деревня, которая называется Таоюань или Персиковый сад. Эта деревня основана еще примерно в династии Сун, ориентировочно около 800 лет. Долгое время она просто была как сама по себе. Потом в 2012 году решили ее охранять на территориальном провинциальном уровне, чтобы сохранить все эти древние достопримечательности, которые сохранились внутри деревни, и как бы вот сделать такой культурный памятник. Вот. Это памятник под открытым небом. Внутри него можно посмотреть чайные сады, древние мосты, какие-то постройки, сохранившиеся со старых времен. Сейчас мы внутрь посмотрим, пройдем поподробнее. Интересно то, что тюменский красный чай, который начал историю именно отсюда. Здесь как раз сказано то, что в 1915 году на Всемирной выставке Тихоокеанской в Панаме он занял первое место. И с тех пор пошло развитие красного чая, и оно как раз началось отсюда. Кстати, сегодня у нас 1 мая, то есть праздник, и вообще деревня была закрыта для посещения. Вот, не знаю почему, обычно в выходные наоборот все работает, но она была закрыта. Да, так как владельцы нашего завода, они дружны тут со всеми местными, они очень договорились, то, что специально из города приехал сюда, значит, ключник открыл, и можно было все-таки пройти посмотреть. И, кстати, сегодня еще и билетов не надо покупать. Вдвойне нам интересно будет поглядеть, что же там внутри.
Приехали в наше излюбленное место. Излюбленное место – это, значит, деревня на краю мира. Деревня действительно на краю мира. Мы сейчас в окрестностях Тюмени, ну так, не совсем в окрестностях, на самом деле, подальше. Где-то несколько десятков километров уехали. И здесь тоже делают чай. Как вы видите, чая здесь не видно. А не видно его по той причине, что везде здесь небольшие такие плантации. Вот там вот чуть-чуть чаечка, вот тут чуть-чуть чаечка, вот тут чуть-чуть. То есть есть как бы очень немного относительно леса. И на самом деле это действительно очень здорово, то что вообще, если брать всю провинцию Аньхой, в основном плантации здесь такие. Вот. И я так понял, что это благодаря какому-то локальному законодательству, вот, то, что действительно в большинстве случаев деревни находятся в лесу, и такие массовые рубки запрещены не только в каких-то отдельных территориях, но так даже некоторых не особо охраняемых все равно есть как бы некие законы. То есть то же самое можно брать в Люань, в Хошань, значит, в Тайпине, в Хуаншане самом, соответственно, вот, в некоторых других районах, собственно, здесь в Цимэне, вот, и так далее. Эта деревня уже самый край цивилизации, дальше уже ничего нет, начинаются горы. И что еще интересно, здесь помимо чая, именно который выращивается, здесь еще есть и дикорастущий чай, но его количество очень мало, то есть настолько мало, что делается его там, ну, некоторые производители делают там несколько диней чисто для себя, кто-то делает там, может, дини 10-15, то есть очень такие небольшие количества. И еще что интересно, здесь есть и дикорастущие чайные деревья, то есть их тоже очень мало, но говорят, что вот показывали фотографии где-то вот таких вот деревьев, там, может быть, лет 100, там, типа того. Вот, но сами не знаю, что за сорт, часть из них, естественно, тоже не собирают особо, потому что там, ну, в лесу можно встретить 2-3 таких дерева. Здесь высота гор не очень большая, около 1000, плюс-минус 1000 метров над уровнем моря, но, тем не менее, все равно лес достаточно труднодоступный, потому что отвесные горы достаточно, есть скальные участки. Сборщики, кто ходит за таким чаем, конечно, очень тяжело это делать, потому что нет дорог, то есть обычно тропы, и тоже несколько часов уходят в лес с утра, вот, потом, значит, вечером поздно возвращаются, начинают этот лист обрабатывать, то есть тяжело немного. Вот, договорились, что, может быть, в следующем году или через год, там, как получится, съездим сюда. Этот чай собирают где-то обычно в 20-х числах апреля, то есть непосредственно прямо перед дождями. И как раз сейчас вот уже вовсю идут дожди. Мы сегодня дождались, пока не закончится, попили чая и вот поехали посмотреть на это место, посмотреть на недалеко находящийся отсюда Таоюань. Сейчас, наверное, снова поедем на завод, еще попьем некоторые сорта, которые были сделаны в этом году. Хочется немножечко расширить линейку тюменского чая красного, потому что чай самобытный, интересный, имеет много разных видов. Ну, тюменский все-таки красный чай, у него, как говорится, Минтиха. Большое имя, скажем так, он известный, и поэтому хочется больше уделить ему внимания. В этой деревушке сохранились очень колоритные 2 старых дома. На самом деле таких уже действительно очень немного можно встретить. Обычно тоже такие глинобитные дома. Как правило, еще даже не так-то давно, то есть еще в середине прошлого века, 50-е, 60-е годы, да и даже до 80-х годов на самом деле большинство было таких домов. А в 50-е, 60-е годы практически все дома здесь были такие. Потом во время культурной революции очень много значит, было порушено, но не с точки зрения, что там типа сейчас мы тут новое построим, а с точки зрения, что точно такие же дома были и домами упоминания предков, и, значит, были так или иначе связаны с какими-то религиозными культами, и поэтому тоже в том числе помимо храмов, монастырей и прочего пострадали и дома многие тоже. Но потом уже была вторая волна, когда начался бурный экономический рост, но тему сохранения культуры еще многие китайцы не так хорошо оценили и поняли, и тоже очень много было порушено, поэтому сейчас таких домов все меньше и меньше. Но в 90-е, особенно уже в начале 2000-х, резко поняли, что надо все сохранять. По всему Китаю, значит, понаделали, понастроили даже местами, потому что восстанавливали заново так называемые гуджэни, или древние деревни, гучэни, то есть древние города.
вот, где частично были действительно древние постройки, частично были стилизованные, современные. Мы тоже такие здесь посещали и сегодня, и вот в Хуйчжоу мы были недавно в городе. Вот, так или иначе, чтобы сохранить эту вот культуру и сохранить архитектуру именно тех лет. С деревнями немного сложнее, потому что их, во-первых, меньше, во-вторых, таких вот именно больших построек действительно мало. И что здорово, то что здесь никакая не охраняемая там какая-нибудь заповедная деревня, это самая обычная деревня. Но вот, собственно, жители этого дома, они построили рядом современный бетонный дом, а этот как бы законсервировали, в нем они особо не живут. Вот. Но я так понял, что кто-то, может быть, даже и живет вот в этом доме, потому что вот, активно сделана новая дорожка к нему, то есть бетонная опять-таки, да. Вот. А сами основания видно, что камни, каменные плиты, каменные ступени, деревянные, значит, все перекрытия. Вот, то есть дом весьма хорошо сохранился. А я так понял, что они, видимо, перекладывали крышу, возможно, но крышу тоже из старой черепицы просто обновили стропила и положили заново старую крышу. Вот такая вот интересная постройка. Сейчас посмотрим поближе. Как только мы прогулялись по горам, посмотрели на деревушку, пообщались немножко с местными, вот, значит, начался очень сильный дождь, и мы вернулись обратно на завод, на производство. Специально попросил, значит, нашего друга привезти, у них еще есть отдельный склад, он находится уже в городе, в Тюмени, привезти немножечко выдержанного красного лауча. Вы уже знаете, что у нас есть тюменский лауча, вот, тоже от этих же ребят. И он попросил еще своих знакомых тоже, то есть это уже не он сам делал, красного, которому тоже там несколько лет. Но в основном это чай, вот первый чай у нас 2016 года, второй, по-моему, 2015, а третий еще старший, он сам не помнит какого. Вот. Первый чай, он похож немножко на Диньмэй, то есть то, что мы многие уже дегустировали в прошлом году. Диньмэй, по-моему, даже мы брали его же, только он был прошлого года, 17-го, а не 16-го года. Это конкретно 16-го. Второй чай – это тиньминтен ча, то есть чай предсеменный. Он, соответственно, достаточно высококатегорийный, несмотря на то, что он выдержан. То есть ему уже, там, по-моему, года 4, он по-прежнему достаточно ценен. Вот. А третий чай – это ло, то есть те же самые хунло, красные локоны. Вот, но он, если не ошибаюсь, еще старше, может быть, лет так 6 уже этому чаю. Они сами не помнят, сколько ему примерно. Вот, сейчас мы их все продегустируем. Да, первый пролив я слил. Вообще у меня тут нету, к сожалению, ни гайвани, ничего. Чайничек достаточно неудобный, поэтому я взял дегустационные такие стаканчики, которых обычно настаивают. Но я сейчас буду использовать вместо гайвани, вот, потому что по-другому никак. Вот, и сейчас продегустируем этот чаек. Вот. В принципе, вполне хорошо эти чашечки используются вместо гайвани, без всяких проблем.
Вот я уже так делал раньше. Не люблю все-таки дегустировать чай настаиванием. Это такая английская традиция. А я как-то привык чай определять методом пролива. Во-первых, ты понимаешь, сколько он их держит. Это самое главное. Во-вторых, ты понимаешь, что вообще за продукт. Можешь лучший аромат понять и так далее. Ну и, конечно же, фарфор, стекло. Никаких других поглощающих ароматы материалов я не люблю. То есть глиняный может быть только чайник. Глиняные пиалы может быть для пуэров, там для чего-то такого мощного, может быть, но не для нежных чаев. Продолжаем удивлять наших китайских друзей нашими возможностями в плане поедания чая. Вот, сейчас дегустируем 3 свежих чая. Первый хунло, второй у нас, значит, это хунмаофэн, а третий динмэй. Вот, все, естественно, семенистые красные. Все такой же средней категории, не слишком доступные, но и не слишком дорогие. Вот. Сейчас будем дегустировать. Все по внешним признакам очень хорошие чаи, все 3. Вот тут все хорошо в плане качества у этого производителя. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Мы каждый год обязательно делаем одну и ту же монотонную процедуру. Вот это мне вот второй, конкретно хунмаофэн, мне очень нравится своей такой ноткой цветочной. Вот этот очень такой ферментативная нотка, кислинка есть в аромате. Ну, а этот почечный, тоже цветочный. Первый пролив сольем. Самый мощный настой как раз у хунло, ну, что, в принципе, неудивительно. Хунмаофэн, по-моему, фаворит этой коллекции. О, они все хорошие, на самом деле, каждый по-своему. Но этот прям вообще космик. Ну все, мы продегустировали все чаи этого года, часть чаев прошлогодних тоже и даже еще более старших лаоча. В общем, все, что могли достать на этом производстве, все, что у него есть, все попили. Под 20 сортов в общей сложности, считая то, что мы продегустировали утром, выбрали около 10, может быть, будет на сортов 12 разных. Большинство с этого производства и там парочка сортов от дружественного завода другого, который тоже попросил для ассортимента привезти сюда. Сейчас, наверное, уже будем отправляться дальше. Нам сейчас дорога лежит в Диндажэнь за Целладоном. Вот, сейчас тут как раз идет активный приемка сырья. Кончился дождь, все приезжают, кто что успел собрать. Кстати, интересно то, что все сырье сухое абсолютно. Видимо, собирались все-таки они не во время дождя. Вот, пережидают, когда начинается сильный дождь, и дальше продолжают. Вот, очень приятные люди, приятное производство. Будем дальше с ними тоже, скорее всего, сотрудничать. Вот, ну и поедем дальше.